Привет, друзья! Этим видео я открываю новый видеолист на моем канале, и посвящен он будет мыловарению. Я постараюсь выкладывать видео на эту тематику по средам, поэтому тем, кому интересно мыловарение и не только создание свечей, присоединяйтесь, я буду стараться выкладывать вам интересные видео и делиться своей продукцией и своим опытом. Итак, сейчас перед вами есть набор, который я приобрела на AliExpress, набор для новичков для создания мыла. И, в принципе, основные моменты, которые я хочу сейчас показать, это содержание этого набора. Здесь представлены формы, мыльная основа, красители, ароматизаторы, дополнительные сухие, вы видели, цветы и мыльная основа. Я не буду очень подробно останавливаться на содержании самого этого набора, а лучше познакомлю вас непосредственно с преимуществами этой мыльной основы, которую я выбрала. Первое, что очень характерно для этой мыльной основы, это то, что она обогащает кожу влагой и питательными веществами, помогая сделать ее мягкой и шелковистой. Это масло ши, содержит много антиоксидантов, которые помогают в борьбе с признаками старения кожи, что очень важно. Также эта мыльная основа является очень мягкой и подходит для всех типов кожи, включая чувствительную. Для того, чтобы создать свое мыло, я пользовалась вот такими красивыми формами, которые я приобрела также на сайте AliExpress. Ссылку на все материалы я оставлю под видео. И те, кто смотрит мой канал давно и знают, что в основном он посвящен созданию свечей, мы пользуемся очень часто, естественно, водой, пользуемся моющими средствами, что очень сушит кожу. Поэтому для создания этого мыла я и выбрала именно ши масло как увлажняющий продукт для своей кожи, который обогатит и увлажнит мои руки, мою кожу и сделает ее молодой и красивой. Итак, друзья, сейчас вы видите, как я это делаю. Я примерно что сделала? Отрезала около 100 грамм, где-то так примерно навскидку, ши масла, масляной основы, и решила сделать 3 мыла. У меня были и успехи в процессе, и недостатки, которыми я обязательно с вами поделюсь. Самое главное, нужно запомнить, что в изготовлении мыла очень важна температура, температурный процесс. Итак, друзья, первые 2 мыла, которые я делала, я нарезала маленькими кусочками, как вы сейчас видите, мыльную основу, и отправила в микроволновку, где-то примерно на 30 секунд. И первые изделия у меня получились просто идеальны, потому что, добавив краситель, ароматизатор в мыльную основу, которую я растопила при нормальной температуре, где-то 129-135 градусов по Фаренгейту или же где-то около 54-57 градусов Цельсия, я вам даю среднюю температуру, и, как вы видите, у меня даже мыльная основа была как бы не совсем растопленная, маленькие кусочки еще доплавлялись в процессе, обволакиваясь теплой этой формой в самом этом стаканчике. Добавив ароматизатор и краситель, я залила первые 2 формы. Также очень важно сбрызгивать формой и уже мыльную основу, когда вы заливаете в форму, спиртом. Для чего это необходимо делать? Я сделала короткие записи на видео, вы сейчас это увидите. Но пока вы смотрите процесс создания, правильный процесс создания моих 2 первых мыл, я бы хотела сказать о своих ошибках. А именно, мною был нарушен температурный режим. Я слегка перегрела мыльную основу. И в результате чего мое мыло получилось с изъянами. Итак, друзья, у вас, естественно, появится вопрос, получилось ли мыло? Мыльная основа перегрелась. Можно ли пользоваться этим мылом? Что происходит?
Перегрев мыльной основы может повлиять на текстуру, цвет и свойства, и это может сказаться на качестве готового мыла. Что и произошло в моем случае. Если первые два мыла прекрасно пахли, прекрасно выглядели, практически не было никаких пузырей, поверхность была гладкой, мыло мылилось и создавало прекрасную пену. Когда уже я тестировала на себе конечный продукт, то третье мыло, из-за того, что оно перегрелось, оно не потеряло цвет, потому что мыльная основа была белая, а не прозрачная. Но, однако же, изменилась эффективность намыливания, то есть перегрев повлиял на то, что мыло очень тяжело мылилось, практически не создавало пену. И, если честно, то основа не была очень гладкой, а внешний вид готового мыла был слегка пузырчатый, не таким, как ожидалось. Были видны небольшие дефекты. Поэтому таким же мылом при перегреве пользоваться можно. Однако же вы не можете его продать или подарить. Ну и в принципе для себя, если вам хотелось бы иметь бурную, скажем так, большую пену, или какие-то увлажняющие более свойства мыла, они были потеряны. Однако же эксперимент я провела. Два мыла у меня получились просто замечательными. Естественно же, в конце вам необходимо будет взвесить ваш готовый продукт для того, чтобы вы знали, если вы его продаете, вы бы могли установить правильную наценку на ваш продукт, цену и продавать его или дарить друзьям. Нужно, естественно же, качественные продукты. И что является самым главным и самым интересным уже моментом в работе, это, конечно же, украшение вашего изделия. Когда вы придаете ему готовую форму, упаковываете. Это фан, весело и, конечно же, придает изделию уже окончательный вид. В принципе, это все, друзья. Я хотела с вами сегодня поделиться своими успехами и недостатками в создании мыла. И кому будет интересно, что я делаю в дальнейших видео, я буду рада видеть вас на своем канале по средам. Буду с вами делиться своими успехами и недостатками в работе, но, надеюсь, больше успехами. Поэтому подписывайтесь на канал. Увидимся в среду. До встречи, друзья!